Если вы ищете простые и интересные закуски на праздничный стол, продолжайте смотреть это видео. Сегодня приготовим 3 варианта. Меня зовут Галина Артеменко, и вы на канале «Жизнь вкусная». В моих предыдущих предновогодних видео мы уже готовили 3 майонезных салата, 3 салата без майонеза, сам майонез 3, а также сет из закусочных масел. Кроме того, не обошла я тему подарков для близких людей, поэтому мы приготовили вкусные наборчики, в которые вошли целых 5 видов печенья и 3 вида домашних маршмеллоу. Ссылки на все это добро я, конечно же, оставлю в описании к этому видео, поэтому заглядывайте, а также подписывайтесь на канал для того, чтобы все будущие видео вы не пропускали. Сегодня же будем готовить еще один набор закусок. В него войдут мини-маффины милейшего вида, закусочный кекс с оливками и жареным луком, а также грецкими орехами и печеночный торт немного в нестандартной подаче с томленым яблочком. Мини-маффины прекрасно подойдут для любого фуршетного стола. Они всего на 1-2 укуса, подаются с зубочистками, либо небольшими такими вот сервировочными вилочками и, конечно же, сопровождаются каким-нибудь соусом. Мой выбор пал на домашний кетчуп, конечно же. Ссылку на его приготовление я оставлю в описании к этому видео. Сохраняйте себе на лето. Беру для мини-маффинов 85 грамм обычной белой пшеничной муки, 1 чайную ложку разрыхлителя, у меня домашний, дам ссылку на него в описании. Возьму пол чайной ложки соли, щепотку перца, также у меня здесь 100 граммов йогурта, можно взять кефир, 40 граммов растительного обычного рафинированного масла, 1 яйцо. В качестве добавок я буду использовать 40 грамм сыра, у меня пармезан уже натертый, так как я обычно покупаю его кусочком, натираю сразу, чтобы потом было удобно его использовать. 50 граммов какой-нибудь варено-копченой колбасы, она придаст такой вот пикантный аромат. А также я буду использовать зеленый лук, у меня 1 стебель. Сначала я натру на терке колбасу, насколько это у меня получится. Мне нужны небольшие кусочки, потому что у меня мини-маффины. Если вы печете большие маффины, стандартного размера, то можно просто нарезать колбасу небольшими кубиками и все. То же самое с сыром. Я использую мелко натертый сыр, потому что мне надо, чтобы в тесте он распределился максимально равномерно. Итак, тут у меня уже все в кучке. Сначала я смешиваю все сухие ингредиенты. Муку с разрыхлителем добавлю 2 таких щедрых щепотки соли и щепотку черного перца. Просто все вот так вот быстренько смешиваю. И теперь вливаю все жидкие ингредиенты. Кефир или йогурт, растительное масло, яйцо. И сразу же отправляю сюда сыр. Добавок получается довольно много, поэтому маффины насыщенные по вкусу. То есть здесь не будет куча-куча теста и чуть-чуточка добавок. Здесь будут активно чувствоваться те добавки, которые вы положили в тесто. Смешиваю все. Тесто готово. Беру свои любимые кондитерские мешочки и отправляю сюда тесто. Вот тесто в мешочке, мне будет так удобно распределять его по небольшим формочкам. У меня есть вот такая вот милейшая силиконовая форма, емкость вот этих вот ячеечек 15 мл всего, поэтому маффины действительно получатся очень маленькими. Можете печь в любых формах, которые у вас есть. Заполняю их полностью. Хочу, чтобы они еще выросли, вспухли. У меня должно получиться 18 маффинов, на планшете вот 15, и остальное я потом допеку. Отправляю маффины в духовку выпекаться при температуре 200 градусов в течение примерно 12-15 минут. Готовы мои мини-маффины. Посмотрите, какие они румяные и кругленькие. Следующий на очереди закусочный кекс. Сочетание соленых оливок и сладкого жареного лука создают потрясающий насыщенный вкус, а грецкие орехи все это подчеркивают. Тут у меня 160 граммов цельнозерновой муки, можете брать обычную белую пшеничную муку, 2 чайные ложки разрыхлителя, возьму 1 чайную ложку соли и немного черного перца. Из жидких ингредиентов буду использовать 200 граммов нежирного кефира, 75 граммов майонеза, у меня домашний, ссылку на него я оставлю в описании, а также 1 яйцо. В качестве добавок я буду использовать 100 граммов оливок без косточек, 2 луковицы, которые я поджарю на небольшом количестве растительного масла, и 75 граммов грецких орехов. Первым делом займусь нарезкой и обжаркой лука.
Разогреваю сковороду, вливаю в нее пару столовых ложек растительного масла и буду обжаривать лук. Лук поджарен и остужен. Смешиваю сухие ингредиенты, то есть муку с разрыхлителем. Сюда же отправляю чайную ложку соли и щедрую щепотку перца. Ввожу влажные ингредиенты. У меня здесь нежирный кефир, майонез, а также одно яйцо. Тесто основа простое в приготовлении, как-то особенно его замешивать не нужно ни миксером, ничем. Главное, чтобы вся мука хорошо вошла и смешалась со влажными ингредиентами, чтобы не было непромешанных кусочков. Теперь добавляю в тесто лук. Орехи я рубить не буду, вот у меня здесь половинки, но я их разделю на четвертинки и вот так вот крупно и отправлю в тесто. Я хочу, чтобы в тесте они были заметные. Оливки я тоже не буду разрезать. Хочу, чтобы все добавки хорошо читались. Тесто готово, отправляю его в форму. У меня здесь стандартная китайская форма для кексов, ее размер 12 на 22 или на 24, поэтому если у вас есть вот такого плана форма, даже если будет небольшое расхождение в сантиметрах, она прекрасно подойдет. Я ее дополнительно выстилаю пергаментом. Отправляю тесто в форму и буду выпекать при 175 градусах около 1 часа. Закусочный кекс готов. Посмотрите, какой он румяный. Дам ему остыть. Приступаем к печеночному торту. Простой и понятный, я же решила его трансформировать в небольшую элегантную закуску на один укус, поэтому подам его в виде канапе с маленьким кусочком припущенного с медом и уксусом яблока. Тут у меня 250 граммов куриной печени, 2 яйца, 2 луковицы. Одна луковица пойдет в само тесто, вторую луковицу я поджарю на небольшом количестве растительного масла и буду перемазывать вместе вот с домашним майонезом. Если вы жареный лук не любите, то просто его уберите. Также в тесто я добавляю 100 граммов тыквы. Если вы не любите тыкву, можете добавить морковь. У меня уже натертая сырая тыква. Также в тесто пойдет 1 стакан молока и 5 столовых ложек овсяных хлопьев. Приправлю я все, конечно же, солью и перцем. И затем я планирую подать печеночный торт на зубочистках в виде канапе. Это я вам буду показывать дальше в видео, поэтому не переключайтесь. Сейчас я мелко нарежу луковицу и буду ее обжаривать на масле. Все ингредиенты я буду смешивать при помощи своего кухонного комбайна. Вы можете использовать просто погружной блендер. Отправляю сюда все, кроме молока. Печень, вот так вот очищенный и разрезанный лук, для того, чтобы он быстрее измельчился. Тыкву, овсяные хлопья. Щедро солю все. И добавлю перчик. Взбиваю яйца. Теперь буду измельчать. Ну и теперь я вливаю все молоко. Смешаю еще раз. Я пеку коржи под крышкой для того, чтобы их не переворачивать. Я вижу, что корж уже схватился сверху. Если вот так вот он будет трескаться, ничего страшного. Вот посмотрите, какой он румяный. Складываю коржи на такой вот лист пергамента, мне так будет удобнее потом торт собирать. У меня получилось 3 пухленьких коржа. Если вы любите, конечно, более тонкие, то вы можете испечь 5-6 коржей. Для перемазывания беру свой домашний майонез, 3 столовые ложечки. У меня, в принципе, осталось вот такие вот с горкой. Ладно уже. Возьму все, что осталось, 4 получится. И добавляю сюда ранее поджаренный лук. Приступаю к перемазыванию моего печеночного тортика. Я распределила весь майонез. Верхний слой я не буду смазывать майонезом, потому что сверху у меня будет яблочко. Собранный торт я отправляю для пропитки в прохладное место, то есть в холодильник на ночь. Для подачи я подготавливаю 2 яблока, их я очищаю от кожуры и удаляю из них сердцевинку. Нарезаю небольшими ломтиками.
Теперь на сковороду я отправляю 1 столовую ложку с такой приличной горочкой меда. Жду, пока он немного растопится, и вливаю к нему бальзамический уксус. Уксус с медом закипел, я добавляю щепотку соли. У меня получается такой своеобразный сироп, куда я отправляю кусочки яблока. Время от времени помешивая, готовлю на небольшом огне, пока моя карамель не загустеет. Теперь печеночный торт я нарезаю на небольшие кусочки. И на каждый кусочек я выкладываю по ломтику яблока. 2 яблок мне как раз хватает для того, чтобы хватило на все кусочки. Небольшие части у краев останутся для дегустации. Пришпиливаю каждый ломтик яблока к печеночному торту при помощи зубочистки. Так я и буду все подавать. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Не забывайте ставить лайк, если оно вам понравилось, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать обновления. С вами была Галина Артеменко и канал «Жизнь вкусная».